Всем привет, я Химит Пич, и сегодня вы снова на моем канале. Сегодня я решила протестить вот такие две жидкости для акварели. Это медиумы от Winsor & Newton. Один называется гранулирующий медиум, другой называется текстурный медиум. И выглядят они примерно так. Сейчас я все ближе покажу вам. И постараюсь показать их действия вам на видео, и мы посмотрим с вами, есть ли смысл в этих медиумах, стоит ли их покупать или нет. Так что погнали! Бум! А еще хотела бы сказать спасибо всем за донаты. Если вы хотите тоже поддержать мой канал, вы можете перейти по ссылочке в описании и сделать это. А также можете подписываться просто на мой YouTube канал, поставить свои лайки, как-то проявлять себя, ставить дизлайки. Это тоже очень хороший метод проявления себя. Ну и в целом просто показывать свою активность, и это уже будет благодарность для меня. А в целом, давайте начинать смотреть это видео. И, конечно же, перед тем, как начать свою работу, я бы хотела почитать про эти прекрасные медиумы в интернете. И что же про них пишут? Медиум текстурный для акварели. Текстур медиум. Тут 75 мл, цена где-то 500-600 рублей. Зависит от сайта, скидок, которые у вас есть и так далее. Содержит мелкие частицы, которые добавляют краскам тонкую текстуру. Сохдающую, и я не ошибаюсь, тут написано так, сохдающую. Сохдающую в акварельных работах впечатление глубины и структуры. Это мы с вами сегодня проверим. И как же он используется? Пишут, что нужно наносить непосредственно на бумагу или смешивать с акварелью. Хорошо встряхнуть перед использованием. Да, я долгое время его не встряхивала, и он разделился на две составляющие. Это была более прозрачная такая желтоватая жидкость внизу, и наверху была вот такая вот беленькая творожная масса. Потому что иначе я не могу это назвать, на что это еще похоже. Так, а что же у нас пишет про гранулирующий медиум? Написано, что дает эффект крепления. Дает эффект крапления. Да. Почему на сайтах ошибки? Я не понимаю. Написано крепление, то есть кто мы кого крепим, непонятно, кропление. Усиливает гранулирующее свойство акварели, часто используется для изображения воды, ландшафтов. При разбавлении водой можно получить различные результаты. На грануляцию также сильно влияют различные акварельные бумаги. Для максимального гранулирования лучше использовать крупнозернистую бумагу, а для меньшего поверхность со средней текстурой. На самом деле, сегодня у меня будет обратная сторона какой-то бумаги. Вроде это Canson, который мне уже не нравится, но в целом не об этом. Вот, сегодня мы с вами проверим, как они работают. Этот медиум нужно применять почти так же, как это, то есть, типа, смешивать просто нужно его с акварелью. Так что давайте приступим и начнем это делать. Изначально, чтобы все было честно, я возьму любой цвет из палитры. Например, синий, думаю, будет это очень красиво выглядеть. Вот, наберем его поплотнее, потому что нам нужно будет потом его смешать именно с этим раствором. И в этом плане тут как бы непонятно, какое должно быть соотношение, потому что особо ничего не написано. Даже в данном, вот на обратной стороне, ну, не очень много информации, но в целом, видимо, просто нужно смешивать, и как-то у всех должно все получиться. Взяла цвет изначально без грануляции, то есть это простой цирюльум, или я не помню на самом деле название цвета, но в целом в нем не подразумевается какая-либо грануляция. Пока у нас сохнет вот этот цвет, мы постараемся использовать медиум. Не знаю, если честно, как его наливать, но, наверное, лучше бы пипетку. Я постараюсь не очень много, конечно. Так, ну ладно, сколько получилось. Я вижу, что уже начинаются появляться какие-то частички, если вам заметно, то вот вы можете видеть это. Давайте еще добавим немного цвета. На палитре очень хорошо видно эти частицы акварели, значит, грануляция есть в любом случае, но будет ли повторяться тот же самый эффект на бумаге? Не факт. Мы сегодня с вами тут и находимся для того, чтобы это проверить. Я просто смешала акварель и медиум, примерно пропорция 1 к 1. Не уверена, что точно, но я максимально постаралась сделать цвет ярким и насыщенным. Но так как медиум разбавляет, то это достаточно сложно сделать. Делаю то же самое, просто немножко более прозрачно, потому что мне интересно, как будет проявляться текстура на разных уровнях плотности и слоя. Я думаю, уже видна грануляция небольшая на бумаге, но в целом нужно дождаться, когда все высохнет, и тогда мы сможем увидеть точный результат.
На данный момент я уже смотрю на высохший вариант и делаю запись звука после того, как все высохло. И могу сказать, что вот эти частички, которые появляются в процессе смешивания, они как раз-таки оседают именно в ямках бумаги. То есть бумага текстурная, у нее есть ямочки такие незаметные, ну, заметные на самом деле, но в целом эти частицы просто оседают именно там. На двух последних квадратиках выкраски я уже делала как раз-таки медиум в конце. Изначально я наносила просто цвет, а потом уже добавляла сам медиум. Перед тем, как добавить, я промокнула кисть в салфетку, чтобы она была сухой, и чисто набрала медиум и попыталась капать просто на цвет. В целом эффект есть, но он не особо заметен, но я думаю, можно его применять и так. Также мне интересно, как поведет себя этот медиум с уже изначально гранулирующей краской. Это цвет от Daniel Smith Cascade Green. Я продублирую его название в видео, можете посмотреть. Этот цвет уже имеет грануляцию изначально, он распадается примерно на два оттенка. Это голубоватый и зеленый цвет. Те же самые действия делаю с этим оттенком. Изначально наношу чистый цвет, это просто акварель без использования медиума. Второй квадратик — это уже я смешиваю акварель с медиумом напрямую на палитре. И последний квадратик — это чистая акварель, но в конце я добавляю немного медиума. Надеюсь, никто из вас не запутается, потому что в конце я покажу результаты, как все высохло и как все выглядит вообще в жизни. Та-да! Теперь мы приступаем с вами к потрясающему медиуму, который называется Texture Medium. В бутылочке 75 мл у нас. На сайте, смотрю, цена 642 рубля. Это больше $8 цена. Средство было разработано компанией Winsor & Newton для живописи акварельными красками. Напомню вам характеристику. Содержит мелкие частицы, которые добавляют краскам тонкую текстуру, создающую в акварельных работах впечатление глубины и структуры. И давайте-ка проверим-ка, будет ли у нас сегодня глубина, текстура и все вот это вот вышеперечисленное. Следую инструкции, которую нашла на сайте, а именно я наношу изначально медиум просто на бумагу и жду, когда он высохнет. Могу сказать, что сохнет он капец как долго, поэтому я воспользовалась феном, как вы заметили, и буду им пользоваться в последующем в этом видео. И не просто так, а потому что это безумно все долго сохнет, и у меня просто терпения не хватает, чтобы дождаться, когда это все высохнет. И после того, как все подсохло, я проверила это пальчиком, потрогала, вроде было все сухо, начала наносить акварель. Взяла просто оранжевый оттенок и начала наносить на именно сухой слой с медиумом, и это слово у меня не получается проговаривать. Что касается каких-то тактильных ощущений, я бы сказала, что в процессе, когда вы наносите на слой с медиумом цвет акварели, то вот эти вот катышки, которые там зернышки есть, они немного следуют за вами, то есть за вашей кисточкой. А это получается либо я не досушила, либо сам по себе такой медиум, потому что катышки эти не фиксируются прям так сильно на бумаге. Если честно, я пыталась сделать это бережно, как только могла, поэтому, как получилось. Следующий этап — это я уже пытаюсь смешивать медиум с самой акварелью. И когда вы, получается, смешиваете медиум с акварелью, то есть небольшое приглушение оттенка, делается цвет немножко тускнее, чем он есть, и приходится постоянно добавлять и добавлять цвета больше и больше. И получается, что каждый раз, когда вы хотите именно смешать медиум с акварелью, вам приходится добавлять то акварель, то медиум, то снова акварель, медиум, медиум, акварель. И вы так повторяете, и выходит, по сути, не особо какой-то уж интересный результат, чтобы столько мороки было. В последующем я повторно нанесла медиум на бумагу, постаралась подольше посушить, чтобы прям было очень все твердое, потому что я попробовала потрогать, и вроде бы эти гранулы даже зафиксировались немножко. Но при этом я также попыталась набрать просто чистый акварельный цвет, достаточно плотно, чтобы было ярко, насыщенно. И делала также аккуратно очень движение, чтобы не намеренно не смести вот эти все гранулы, которые присутствуют вот в этом слое. Эти фотографии я сделала после высыхания, поэтому, надеюсь, вам видна текстура и вообще, как все изменилось. И, наконец-то, завершаем этот обзор. Могу сказать свой вывод. Грануляция, конечно же, есть с помощью гранулирующего медиума. Она не заменит, конечно же, самой акварели, которая имеет этот эффект. Но в целом вы можете его применять, чтобы делать небольшую текстуру в своих акварелях, например, для фона или каких-то деталей. И я официально заявляю, гранулирующий медиум работает, и он действительно имитирует грануляцию.
Что касается текстурного медиума, то он меня немножко, я бы сказала, не совсем привлек, но тут, знаете, нужно угадать еще с нанесением, с тем, когда он высохнет, и очень много факторов, которые влияют на итоговый результат. Но в целом, если вам нужна такая интересная песчаная, я бы сказала, текстура, то вы можете применять его в своих работах. Просто вам в любом случае придется покопаться и разобраться в этом материале. Но, как по мне, лучше всего он себя проявляет в таких этапах. Это именно нанесение сначала медиума, дожидаетесь полного высыхания и в последующем уже наносите цвет. И тогда действительно будет какая-то интересная текстура и будет виден эффект. А в целом, спасибо большое за просмотр. Надеюсь, это видео было кому-то полезным. Ставьте лайки, дизлайки, проявляйте свою активность. Это будет очень радовать меня. Всем пока!